Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусный завтрак, который особо популярен в Турции и на Балканах. Яйца по-турецки. Это блюдо было одно из любимых еще по времена Османской империи и остается до сих пор таким. Делается очень легко, а на вкус очень нежный и ароматный. И если вы хотите научиться делать их дома, тогда оставайтесь со мной до конца данного видео и, как всегда, следите за руками. А мы поехали! Основа данного блюда – это, конечно же, его соус. В многих рецептах добавляют обычный свежий чеснок, но, как по мне, он достаточно агрессивный под это блюдо, поэтому я его буду приготавливать в духовке. Будем его запекать. Для этого нам нужно срезать его верхнюю часть. Срезали, вот какой у нас чесночок получилось. Берем листочек фольги, в центр отправляем, чуть-чуть маслечко поливаем сверху, соль, ну куда же без соль. И для аромата добавляем черный молотый перец. Все это мы заворачиваем и отправляем в духовку или в air-fryer где-то на 20-30 минут. Но если вы не хотите так усложнять свою работу, можете просто взять зубчик чеснока свежего и натереть его в соусе. Но я считаю, что с таким видом чесноком получается наше блюдо более изысканным, более нежным и с более приятным глубоким вкусом. Так что вам решать. А пока наш чеснок запекается, давайте займемся с ароматным маслом, потому что это один из ключевых ингредиентов для наших яиц по-турецки. Для этого нам понадобится небольшое количество сливочного масла. Лучше всего берите 82%. Мы его отправляем в сотейники и на небольшом огне мы его растапливаем. Главное, чтобы оно не начало гореть и чтобы не дало нам горечь. После того, когда сливочное масло растопилось, добавляем паприку. Можете взять копченую, как я, например, потому что со копченой паприкой вкус получается еще интереснее. К ним я добавлю хлопья острого перца, так, для остринки. Перемешиваем и буквально через 5-6 секунд мы снимаем с огня, потому что нам не нужно, чтобы специи сгорели, нам нужно, чтобы они только раскрылись и отдали свой аромат в масло. Ну что, нам осталось его процедить, и наше ароматное масло готово. Оно придаст блюду такой красивый цвет и очень ароматные нотки. Наш чеснок уже приготовился, и теперь нам нужно его отправить в миску, там где будем делать наш соус. Его вот так придавливаем, и видите, он как мед просто выходит, как паста. Придавили все зубчики, чтобы упали. Какой аромат, класс! И с помощью вилки нам нужно это все вот так превратить в пасту. Теперь мы добавляем йогурт. Я взяла 10%, чтобы он был более такой густой и мажористый. Вау, какой он красивый. Добавляем много. Ну как много? Где-то 200 грамм нам нужно. Теперь добавляем соль. Это все по вкусу и индивидуально. Я добавляю чуть-чуть. Черный молотый перец, но куда же без него? Чуть-чуть. И здесь мы отправляем укропчик. Буквально пару веточек. Вот столько хватит. Нарезаем очень-очень мелко. Наш укроп готов. И добавляем к нашим соусам, будущим соусам. Все, перемешиваем. И нам нужно его оставить где-то на минут 10, чтобы все ингредиенты объединились, поладили между собой и ароматы соединились тоже. А пока это все отдыхает, мы займемся с яйцем пашот. Яйца пашот делается несложно, но есть свои тонкости, которые я сейчас вам расскажу. Так что пойдемте.
В сотейник наливаем воду и доводим до кипения. Добавляем немного яблочного уксуса. Он помогает белку быстрее свернуться. Разбиваем яйцо и его процеживаем через сито. Так уберем излишки жидкого белка, и яйцо получится более ровным и аккуратным. Теперь нужно сделать хорошую воронку. Для этого я беру венчик и закручиваю воду по кругу, пока она не начнет вращаться, как маленький водоворот. Медленно отпускаем яйцо в центре воронки. Главное, не бросаем, а именно аккуратно вводим. Беру ложку и пару раз прокручиваю воду уже с яйцом по кругу. Это помогает убедиться, что яйцо не прилипло к дну. Еще важный момент. Убавляем огонь до минимума. Нам не нужны сильные пузыри, потому что они могут разрушить форму яйца. Варим где-то 2,5-3 минуты максимум, так чтобы желток остался жидким. Наши яйца готовы, и теперь приступаем к подаче. Наши яйца по-турецки готовы. И единственное, что я добавила, об этом не сказала до презентации блюда, это фисташки. Потому что фисташки тоже очень характерный такой продукт для Турции. И посмотрите, насколько это красиво, ярко, просто классно. Теперь, да, и подается с хлебушком, это обязательно. Теперь мы его попробуем. Ну, я уверена, это очень вкусно. Мы разрезали одно яйцо, чтобы вам показать, как растекается. А сейчас я вот здесь тоже... О, смотрите, все просто потекло. Все, давайте не будем говорить, пробовать будем. Так, разрезаем, берем наш соусец. Ребята, это очень вкусно. Чеснок не агрессивный, он чувствуется, но он придает это блюдо совершенно другие нотки. И если вы сделаете с таким видом чесноком, я уверена, вы не пожалеете. Если вам понравилось сегодняшнее блюдо, как всегда, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И до новых вкусных встреч, ребята. Пока!